Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. И, значит, в прошлом видео я начал обозревать броню и инструменты в этом моде. Давайте продолжим. Вот, у нас сегодня тоже будет много работы, очень много инструментов. Так, и приспособлений. Соответственно, давайте начнем с таких вот прикольных штучек. Называется Assembly Halo и Manufacturing Halo. Значит, так. Это, по сути, в каком-то смысле такой переносной верстак. Так, здесь я уже записал некоторые крафты. Для того, чтобы записать крафт, вам для начала нужно просто вот нажать на вот этот верстак. Ну, то есть мы берем кольцо в руки, да, и у нас появляется такая вот визуализация. Вот, несколько ячеек, вот, куда мы можем записывать крафт и сам верстак. Тоже, что, по сути, уже удобно. То есть у вас имеется в инвентаре всегда как бы такой переносной верстак, вам в любом месте можно что-то скрафтить. Кроме того, эти крафты можно записать. Давайте еще раз вот я возьму, например, сделаю себе доски. Все. И теперь, если я наведу на какую-нибудь, например, свободную ячейку, так, правым кликом я, соответственно, записываю сюда последний крафт, который я здесь использовал. Вот я крафтил здесь доски, сюда я, соответственно, его записал. Если я что-то здесь еще скрафчу, например, давайте, так, из досок я себе сделаю палки, да? Так, вот этот последний крафт, здесь палки. Соответственно, палки я могу также записать. Давай сюда палки запишем. Все. Дальше что? Зачем это нужно? Просто если у вас есть в инвентаре, допустим, необходимые материалы, вы можете, соответственно, крафтить. Раз. Так, желательно бы, конечно, это видеть как-то. Так, но у меня причем интересно сразу палки получается, то есть на выходе. Ну, то есть он по порядку делает. Сперва вот эти доски, потом палки. Так, давайте попробуем затереть. По-моему, это делается шифтом. Левый клик. Shift, левый клик. Или просто левый, да? Нет, Shift, левый клик. И у нас тогда стирается крафт. Так, если у меня остается сейчас вот только крафт досок, давайте еще раз нажму. Так, посмотрим, что из этого выйдет. Я понял. Дело в том, что я еще... Давайте я пока выложу Manufacturing. Как раз у меня действует Manufacturing Halo. Оно просто автоматически делает эти крафты. Так, все, давайте. Значит, еще раз. Вот, все, пожалуйста, у меня крафтятся доски. Давайте запишу еще крафт палок. Например, да. Все, у меня есть палки. Могу тоже палки делать. Вот я, пожалуйста, доски себе крафчу, да. Потом раз, мне потребуются палки. Какие-нибудь факелы еще можно, еще что-нибудь, да, и в зависимости от того, что у вас на инвентаре имеется. Мне кажется, это супер удобная штука. Я, наверное, буду пользоваться. Как минимум, с собой верстак таскать очень удобно. Дальше. Значит, есть еще его продвинутая версия. Это Manufacturing Halo. Разница в том, что он крафтит автоматически. Вот. При условии, что у вас есть необходимые материалы. То есть, допустим, мне нужны палки, да. Так. Вот опять же записываем по той же логике. Соответственно, нужны доски, да. Доски вроде есть. Если я навожу... Так. Ну, должны автоматом крафтиться. Что-то не хотят. Или просто я не замечаю. Так, а если мы... ну вот. Что странно, просто как-то с каким-то лагом, походу, это произошло. Ну вот, скрафтились палки. Сейчас еще раз попробую. Наверное, надо записать сюда просто еще вот крафт. Так, все. У меня есть в инвентаре. Ну-ка. Ну что, будет крафтиться? Ну вот, что интересно, да, то есть, когда я внутри самого кольца, ничего не происходит. Стоит мне его вытащить, и сразу начался крафт. Давайте проверим еще раз. Вот. Дуб. Так, возьму дуб. Да. То есть, соответственно, когда я нахожусь внутри кольца, в его интерфейсе, крафтов нет. А так он, соответственно, крафт. Здорово. Так, дальше. Значит, тут еще очень много у нас всяких... Так, дальше у нас, значит, есть вот такие у нас луки. Стреляет, соответственно, Так, причем обратите внимание, мне нет стрел, да, мне нет стрел.
самое главное свойство. Как я понял, фишка, значит, вот этих луков в том, что они стреляют, во-первых, без стрел, во-вторых, соответственно, опять же восполняет свою прочность за счет маны. Ну, то есть, соответственно, конечно же, для стрельбы и для восполнения прочности они требуют, там, например, планшета маны у себя в инвентаре. Так, идем дальше. Еще вот такой вариант оружия, такие вот чакры. Вот, это в каком-то смысле бумеранг, потому что мало того, что мы пуляем из каких-то мобов, там, не знаю, наносим урон, да, мы еще и назад получаем. Вот они возвращаются. Есть еще огненная версия продвинутая, то есть с огнем. Ну, такой вариант оружия необычный. Если не ошибаюсь, это что-то из индийской культуры перекочевало сюда. Так, дальше. Значит, тут уже всякие такие жезлы, приспособления пошли. Давай сразу несколько штук возьму. Так, вот этот первый, он, по идее, должен генерить булыгу. Вот он ставит булыгу. Такой генератор булыги. То есть, причем он не требует наличия в инвентаре самой булыги. Он, получается, как бы, по сути, ее крафтит из маны. Вот. Так, следующий вариант, соответственно, это у нас... ну, прожарка блоков, так скажем. То есть у нас, например, если есть песок, мы можем его превратить в стекло. Или, например, булыжник в камень, типа того. Ну, то есть обжарку делать, да. Так, а вот эта штука у нас замену делает. О, вот это, кстати, очень круто. Так, на выделенные блоки, однородные, мы можем заменять, соответственно, то, что мы выбрали. Так, значит, сейчас я задаю правым кликом, по идее, или шифтом, сейчас еще раз вспомню, как там правильно выбирать именно блок, который мы хотим. Мана. Так, right клик, он блок. Так, проверим еще раз. Ну, он делает замену блоков, да, но я хотел, чтобы... соответственно, по идее, можно выбирать, на какой блок менять. Ну, уже то, на самом деле, прикольно даже делать просто какую-то замену такую вот в формате там. Вот, пожалуйста, не знаю, меняем там дерево на булыжник. Ага, да, Shift. Shift у меня с правым кликом. Теперь, по идее, на траву должно меняться. Интересно. Мне кажется, здесь далеко не каждый блок можно менять. Нет, пожалуйста, даже на траву можно менять. Ну, здорово просто вообще. Офигеть. Я думаю, такому тоже можно найти применение в хозяйстве. Круто. Так, дальше. Так, ну это по сути тоже в каком-то смысле оружие. Молнии пуля пускает. Так, давайте еще постоим. Ну-ка. Что-то ничего не происходит. Ну-ка, сейчас в режим выживания. Так, маны у нас достаточно. Странно. Вообще он должен, по идее, испускать молнии. Почему сейчас не получается, я что не могу сообразить. До этого у меня получалось. Так, давайте описание еще раз гляну. Что-то, может быть, я забыл. Большой расход маны. Ну просто зажать дольше, что ли, надо было, или что? Какая-то странная фигня. Или подлагивает. Так, ладно, может быть, что-то багает с этим. Ну, что-то он подлагивает, не знаю. Ладно, не особо-то интересно. Есть гораздо и поинтереснее тут штуки всякие. Значит, вот эта штука, ну, это скорее из разряда приспособлений. Это, значит, слайм in a bottle. Он является индикатором, соответственно, нахождения у вас в чанке со слизнями. То есть, если вы хотите найти чанк со слизнями, берете эту штуку, идете там, бродите по миру. Если он начинает прыгать внутри этой бутылки, согласно описанию, значит, вы находитесь в чанке со слаймами, со слизнями.
Дальше интересное очень приспособление. Есть у него аналог, кстати говоря, в Thaumcraft. Это очистка чар, да, с помощью ткани. То есть, допустим, мы зачарили какую-нибудь книжку. Так, например, беру меч, зачариваю его на небесную кару 5. А потом мне что-то перехотелось, я решил его, соответственно, с чары снять. Беру, соответственно, тут вот эту тряпку, spell binding close. И, соответственно, он очищает чары. Вот. Но, опять же, тратится, соответственно, у него очки повреждений. Вот. Ну, крафт достаточно, кстати, простой. То есть, опять же, вот эти вот ткань маны, которую мы рассматривали в прошлом видео, и жемчуг маны. Вот. Далее. Так, далее. Такая интересная штука, как рогатка из жизни дерева и шар лозы. Значит, вот эти шары лозы крафтятся, ну, ожидаемо из лозы, да, мы можем так вот кидать, и у нас появляются такие вот лестницы из лозы. То есть, если хотим куда-то забраться, например, да, своеобразная лестница лесная. Вот. Но вот эти шары, они подчиняются гравитации. То есть, если мы кидаем, мы видим, что у них траектория такая вот, как, соответственно, парабола, да. Если же мы хотим как-то горизонтально стрелять, можем воспользоваться такой вот рогаткой. Хоп, и он, соответственно, летит строго горизонтально. Вот. Вот у нас рогатка так крафтится с использованием руны воздуха. Так, дальше. Так, есть такая штука, называется Stone of Temperance, в каком-то смысле, значит, камень сдерживания. Если у вас есть в инвентаре вот такой вот камень, значит, активируется правым кликом, он будет, соответственно, некоторые свойства, например, где-то кирка у меня была, землекрушителя блокировать, и то же самое касается вот этого Terra Tranquiliter, который там по большой площади работает, он будет, соответственно, площадь эту понижать. Ну, это, наверное, используется для того, чтобы вы там, находясь у себя на территории, да, там не ломали себе ее случайно, там нажали, да, допустим, и крушителем сломали себе там всю терру, например. А если у вас это будет лежать, да, вы как бы активировали, соответственно, вот эти свойства блокируются, и вы случайно себе ничего не поломаете. Вот, потом, когда пошли в шахту, выключили, и, соответственно, уже как бы на полную мощь используйте свои инструменты. Следующая штука, вот это вот World Seed, он просто вас телепортирует, соответственно, к центру как бы карты, по сути, получается. Вот. Ну, может быть, не знаю, на сервере это вряд ли будет полезно, но вот если вы играете в одиночке, например, да, то может быть это полезно, там, да, если куда-то далеко забрели, сделали себе такую штуку и телепортнулись, соответственно, к центру карты. Далее. Так. Ага, вот эта штука тоже, ну, с точки зрения декораций, удобно. Ну, я имею в виду, что, например, если вы что-то строите себе, какой-нибудь дом там, и хотите сделать это в форме круга, например, или варп, да, что-нибудь типа того. Вот эта штука вам поможет. Соответственно, кликаете, и вот так вот можно настраивать там радиус круга. Вот. Все, и для вас появляется такая визуализация, выкладывая блоки, по которым можете получить такие круглые, соответственно, конструкции. Чем, соответственно, больше, конечно, тем больше это похоже, естественно, на круг, да? Вот так вот. Правый клик, это все исчезает. Если мы, кстати, сделаем сейчас небольшой такой круг, да? Так, сейчас попробуем. Сейчас я выставлю. Вот. Удобно, да, что мы видим, куда надо ставить. Если мы сейчас вот выставим все, так, у нас появляется в чате такое, значит, такое уведомление. Структура построена. Удобно, да, если вы там особенно большую сделали, там ставите, бах, и уже в какой-то момент ставите последний блок, и вам появляется уведомление в чате. Значит, вы уверены в том, что вы все сделали правильно. Так, дальше. Бессмертный плющ. Так, как я понял, допустим, и вы можете передавать вот эти вот свойства по поглощению и восстановлению с помощью маны другим предметам, допустим, из той же ванилы. У вас есть алмазная кирка, вы хотите, чтобы она восстанавливалась с помощью маны. Для этого вы, соответственно, ее совмещаете с бессмертным плющом. И еще нужно 3 предмета, из которых она крафтится. Ну, кстати, с алмазом я проверял. Так, тут я уже... Да, сейчас давайте возьму. Тут я уже просто применил это свойство. Значит, алмазная кирка. Так, возьмем дефолтовую. Так, плющ. И, допустим,
3. Да, вот у нас получается со свойством бессмертным ключом. Так, интересно, что если, допустим, мы применим 2 палки и один этот? Нет, так не хочет. Хорошо, а так? Я думал, что можно и другие ингредиенты для крафта, но все не так просто. Ладно, ну, допустим, с киркой вот так вот, все. И она, соответственно, будет восстанавливать свои очки повреждения за счет маны. Вот так вот. Так, дальше. Так, дальше у нас еще несколько жезлов. Значит, жезл ада, он просто поджигает в определенном радиусе блоки вокруг игрока. Причем сам игрок почему-то тоже загорается, что странно. Вот. Ну, если правильно понял, по задумке авторов, вот эти вот, значит, этот радиус должен расширяться со временем, но, видимо, у меня на сервере это просто заблокировано, поэтому он просто спавнится в определенном диапазоне, в определенном радиусе и так и остается на таком радиусе. Этот огонь. Так, вот это очень классная штука, называется жезл Биврёста. Значит, он строит мосты, радужные мосты. И, то есть, мы вот направляем, например, я хочу как-то к этому дереву добраться, а тут какая-нибудь пропасть. Значит, навожу на блок, да, какой-нибудь видимый, и правым кликом мне такой вот мост строится. Здорово, еще такой звук интересный. Все. Вот этот мост держится 15 секунд. И, судя по описанию, до 100 блоков он может строиться. До 100. Так, жалко. Причем даже ломать можно эти блоки. Прикольно. Все, пожалуйста, такой вот мост. Если какая-то пропасть, да, вы там идете, мир изучаете, вам пропасть попадается, вы летать не можете. Пожалуйста, применили, да. О, даже на такое расстояние можно, обалдеть. Посмотрите, как далеко. С ума сойти. Еще так переливается классно. Ну, может быть, не знаю, насколько это прям супер полезно, но как минимум это прикольно. И с помощью вот этого жезла можно еще делать такие декоративные блоки. Во-первых, такой вот Bifrost блок. Да, ну тоже как раз, наверное, это то, из чего состоит этот радужный мост. Ну, он только с точки зрения визуализации интересен, то есть для декоративных целей. Такой же вот блок есть, как из жизни камня, крафтится там совмещением. Так, жизни дерева тоже можно там скрафтить доски, а потом из них совместить, получить такие вот тоже Shimmering Wood Planks. И можно еще делать разновидность бассейна с маной. Судя по описанию, он по емкости такой же, как обычный. С той лишь разницей, что он красиво переливается, то есть радужными цветами. Сам бассейн с маной, мы же знаем, можно и так покрасить, да, а здесь просто разница в том, что он будет переливаться всеми цветами просто. Классно. Так, дальше у нас жезл волхвов. Так, сейчас вспомнить, чем он там особенный. Во, это прикольная штука, которая подсвечивает руду. То есть, если мы сейчас вот спустимся в шахту, например, да, правым кликом его активируем, посмотрите, как красиво. Он подсвечивает руду. Ну, здесь у меня, конечно, очень много модификаций установлено, поэтому просто дохренище повсюду руды. Вот, поэтому куда ни копай, везде руда прям. Ну, очень красивая визуализация. Шахтерам может быть интересно. Так, дальше. Значит, сразу два давайте посмотрим. Жезл земель и жезл высокогорья. Жезл земель просто формирует, соответственно, блоки земли. Вот так вот. Жезл высокогорья — это более продвинутая версия, можно сказать, эльфийская, которая может вот так вот в воздухе делать. То есть, вот, допустим, в Extra Utilities есть такой блок ангельский. Допустим, если вам хочется в воздухе сделать конструкцию, вы сперва его ставите, потом это, а здесь вот сразу можно раз, с помощью такого жезла формировать такие вот блоки в воздухе. Опять же, для строителей это может быть очень интересно, особенно для меня, таких, которые любят в воздухе какие-то конструкции делать. Так, дальше. Жезл небес, он просто поднимает игрока в небо, причем урон не наносится, если у вас, соответственно, он в инвентаре есть, да, там в руках. То есть он поднимает, вы высоко прыгаете, но при этом, когда падаете, вы не получаете урона, пока он, соответственно, восстанавливает свой хп. Ну, пожалуйста, прикольно. Так, едем дальше. Значит, у нас дальше жезл терраформер. Тоже очень крутая, очень полезная штука для тех, кто занимается строительством. Тут я уже кое-что поигрался, тут взросло рядовой. Давайте еще раз это сделаем. Так, он, по идее, должен на моем уровне... О, равняет блоки, посмотрите. Обалдеть. Ну, с ума сойти просто, насколько это удобно, да, для тех, кто там хочет себе терру выровнять. Вообще бомба.
Ну, конечно, ману тратит, это без этого никак. И что интересно, он это делает не просто так, вот подчищая, да, каким-то там образом, он как-то вот двигает, он как будто бы берет и двигает вот всю, соответственно, весь слой земли, то есть и вот этот слой, и следующий за ним, то есть чтобы, ну, пытается как будто бы сохранить натуральный вид вот этой структуры. Это классно. То есть просто вот так раздвинули себе теру и при этом выровняли. Блин, вообще очень полезная штука, крайне рекомендую ей попробовать попользоваться на сервере, например, когда вы строите себе дом. Дальше. Так, это мы рассмотрели. Так, жезл черной мессы. Так, это я уже подзабыл, что он там делает. Вспомнил. Это, соответственно, с мобами взаимодействие. Вот у нас моб, и мы хотим как-то его сдвинуть. У нас, конечно, много вариантов есть, в том числе там во флакон душ его забрать, можно, не знаю, лассо там, типа того использовать, но также можно этой штукой воспользоваться. Берем правым кликом и перемещаем. А можно еще левым кликом ее куда-нибудь запулить, коровку. Давай лети куда-нибудь. Так. Что у нас еще осталось из этих жезлов? Так, жезл морей, ну, он формирует воду. Просто вот, допустим, блок, я делаю воду себе. Ну, если вам лень с ведрами бегать, да, пожалуйста, взяли, сделали этот жезл, там, раз себе накрафтили воды. Так, что дальше? Давайте, наверное, стеклянную кирку посмотрим. Ее фишка просто в том, что она стекло, как алмазная кирка с шелком ломает. То есть вот если я просто разобью, да, у меня сломается стекло, не выпадет. Но с помощью этой кирки я как будто бы шелком, да, разбиваю стекло. Ну, если вам лень чарить кирку свою на шелк, да, почему бы не воспользоваться такой? Тем более у нее крафт достаточно простой. Так, дальше. Давайте, наверное, рог посмотрим. Значит, у него 3 варианта есть. Самый базовый рог дикой природы, он очищает траву. Бывает, конечно, там зарастет всю траву, и надо как-то почистить территорию, да? Что делать? Берете этот рог, делаете, и он чистит, соответственно, траву. Есть его продвинутая версия, это рог укрытия, который крафтится, ну, сам рог, вот он, крафт достаточно простой. Рог укрытия это с листвой соединяем, ну и вполне ожидаемо он ломает листву. Пожалуйста, раздолбали, если вам не нужна. Есть еще вариант. Так, у меня там для демонстрации был подготовлено, забыл взять с собой. Сейчас возьму. Так, где он? Вот, снег. Это просто снег. Снег ломает. Если вы где-то в снежном биоме, например, может быть удобно снег очищать. Так, дальше. Что у нас еще осталось? Так, это мы все рассмотрели. Ну вот, по-моему, только бластер, если не ошибаюсь. Остался у нас. Кстати, у меня, может быть, действительно вот эта штука убивает криперов. Почему-то у меня здесь яйцо крипера. Или это просто для враждебных мобов. То есть, по-моему, там требуется все-таки нахождение враждебного моба рядом, да? Тогда он будет. Да, точно. Все, я понял, вспомнил, как этой штукой пользоваться. Вот, это если прямо вот рядом есть где-то враждебный моб. Тогда он на него будет, соответственно, такие молнии пулять. Ну, может быть, прикольно. Может быть, кому-то это будет интересно. Так. Ну и что у нас осталось? Бластер. Тоже классная штука. Так, давайте чуть очищу инвентарь. Так, давайте... ну, бластер в этом переводе излучатель. Так, у него есть, соответственно, продвинутая штука такая, называется Landscape. Она нам нужна для его расширения возможностей. Так, давайте возьмем несколько линз еще. Будем еще линзы надевать. Ну, он по умолчанию просто стреляет маной. Так, у нас маны. Планшет я убрал, да? Сейчас давайте верну себе планшет с маной. Он стрелять будет маной. Но, судя по описанию, как сказано, он в сравнении с распространителем маны, там 75% у него вроде бы идет эффективность. Ну, как вариант. Ну, так выглядит довольно странно, да, зачем это нужно, но гораздо прикольнее будет. Смотрите, во-первых, если мы сейчас сделаем на него такое дополнение, ну, на него можно, конечно же, надеть линзу. Вполне ожидаемо, да, например, скорость. Но давайте сразу сделаем так. Я надену на него такую штуку, называется Landscape. Она дает возможность сразу несколько линз на него надевать. Вот мы надели, и у него появляется там несколько ячеек. Вот если мы наведем, шифтом нажмем, но у него получается 6 пустых ячеек для хранения линз. И вот в эти ячейки мы можем поставить линзы. Например, давайте поставим в него
энтропию. Все. А энтропия, как мы помним из прошлых видео, должно нам... Посмотрим, что делает. Ну-ка. Взрывает блоки. Прикольно. Смотрите, какого бластер получили. Просто вообще. Можно, допустим, сделать себе еще на повреждение, то есть мобов убивать. И давайте, кроме того, сделаем совместим скорость и повреждение. Да? Ну, как мы помним из прошлых видео про линзы. Вот мы совмещаем, получаем такую вот соединенную. И давайте убедимся в том, что вот в этот излучатель также можно такую вот линзу комбинированную вставить. Так, кроме того, нужно переключиться на другой слот. Сейчас мы находимся... ну я уже переключился, там Shift правый клик. Shift правый клик — это переключение между слотами. Сейчас я вот на этом. Сейчас я вот Shift правый клик переключился на другой слот, на пустой. Переключился, и давайте туда вот в этот пустой слот вставим, соответственно, вот эту вот линзу комбинированную. Мы видим, что как раз у нас эта линза вставилась, да, комбинированная. И сейчас мы на ней находимся, да. То есть у нас повреждение. Давайте каких-нибудь мобов постреляем, если кто-то живой еще остался. Ну, пожалуйста, офигенно вообще. Очень классно. За счет маны можно пострелять по мобам, например. И еще много разных прикольных штук сделать. Например, можно тот же Celebrate, да, линзу взять, там, пулять, например, фейерверки. Короче, вариантов просто масса. Так, ну и, наверное, все, да, на этом я рассмотрел. Так, ну еще раз переключение, соответственно, Shift правый клик, вот я переключаюсь на энтропию, да. Вот так вот я переключаюсь там на стрельбу, соответственно. Ну, даже видно, вот они показывают, вот, линза энтропия. Такая визуализация прикольненькая. Так, вот. Все. Так, ну и на этом, пожалуй, все. Да, если что-то забыл, естественно, я потом в следующих видео это упомяну. Дальше я хочу еще рассказать про, соответственно, про зелье варенье в этом моде. Еще много чего рассмотреть могу. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующей серии. Пока.